Привет, это третий выпуск о эхолоте EchoMap UHD 2 серии SV. В режиме видеомануала мы ознакомимся с интерфейсом второй редакции. Интерфейс второго поколения приборов сильно отличается от предыдущих моделей. Но если у вас имеется опыт общения с первым, то вам уже ничего не поможет. Шучу, не пугайтесь, на самом деле, по большому счету, все то же самое, только, на мой взгляд, намного удобнее. Привыкаешь быстро и без проблем. Итак, первое включение. А пока прибор загружается, я напомню о том, что приборы для обзоров и тестов предоставлены магазином Александра Ховрина. Ссылку на магазин оставлю в описании. Настоятельно рекомендую. Итак, эхолот загрузился. Видим традиционное предупреждение для эхолотов. Соглашаемся. Выбираем регион. Россия. Язык я предпочитаю русский. Режим демонстрации нам не понадобится. Выключаем. Видим предупреждение о первоначальной настройке. Выбираем моторное судно. Выбираем часовой пояс, в моем случае Москва. Вертикальные габариты судна, 3 метра. Принимаем лицензионное соглашение. И эхолот запущен. Первым делом регулируем яркость экрана. Короткое нажатие на клавишу Power, подсветка, пусть будет 80. Вот так. И начнем с проверки обновлений. Для этого нам понадобится соединить эхолот с приложением Active Капитан, установленным на смартфоне. Из-за непростой политической ситуации Google Play ввел ограничения на ряд приложений, в которые попал и Active Капитан. В некоторых случаях при установке не помогает даже VPN. В нашей телеграм-группе я оставил для вас ссылку на APK-файл установки приложения свежей версии. Ссылку на группу найдете в описании. Итак, установили приложение, зарегистрировали аккаунт. Теперь давайте установим связь между смартфоном и эхолотом. Нажимаем на экранную кнопку «Домой», жмем на шестеренку, настройка, связь, сеть Wi-Fi, включаем. Устанавливаем свое имя сети эхолота, придумываем пароль. Теперь с мобильного устройства, на котором установлено приложение Active Капитан, подключаемся к Wi-Fi сети эхолота. Для обновления прошивки нам понадобится чистая флешка microSD, чтобы на нее записались обновления и прочие дополнения. Производитель рекомендует для этого использовать SD-карточку емкостью не менее 8 ГБ, но не более 32, отформатированную FAT32. Итак, вставляем ее в слот эхолота. Выскакивает менюшка управления карточкой. Соглашаемся с тем, что эта карточка станет Active Капитан. И произойдет форматирование, ничего страшного. Поэтому она у нас пустая. Хорошо, возвращаемся в приложение Active Капитан. На экране появилось сообщение о том, что я являюсь пользователем. Обнаружен пользователь Active Капитан. Этот пользователь является владельцем судна. Вот я стал владельцем судна. Так, теперь в приложении Active Капитан смотрим мои устройства. Он находит обновление ПО, то есть новую прошивку, и загружаем ее. Для этого нам понадобится на время отключиться от эхолота и подключиться к Wi-Fi сети. Хорошо, к Wi-Fi сети домашней. Пусть будет вот так. Чпоньк. Итак, файл прошивки загрузился, теперь повторно соединяемся с эхолотом. Мне проще это сделать через Wi-Fi соединение. Так. И синхронизируем данные с картплоттером. А пока идет синхронизация, заходим во вкладку «Судно», Active Капитан. Синхронизация закончена, и мы видим надпись «Установить сейчас же прошивку». Хорошо, нам сейчас и нужно. И аппарат перегружается. Очень важный момент. Если вы до этого пользовались эхолотом и у вас есть отметки, маршруты, глубины, не забудьте все это экспортировать желательно на отдельную флешку и только после этого обновлять прошивку. Но так как в нашем случае прибор новый, то и сохранять там было по сути нечего. Обновления установились, и теперь перезапустим систему. Уберем пока мобильный телефон, поставим его на зарядочку. В ближайшее время он нам не понадобится.
Важный момент. По умолчанию прибор настроен, чтобы автоматически включаться при поступлении питания. В большинстве случаев это не требуется, а в некоторых даже и вредно. Поэтому первым делом давайте отключим этот режим. Домой, настройки, система, автовключение. Выключаем. Продолжим. И кто бы что ни говорил, но главное в эхолотах это не рыбопоисковый функционал, а картография, навигация и отрисовка собственных карт. Очень рекомендую приобрести навигационную карту BlueChart 3 генерации или выше. Кстати, заказать по доступной цене проверенную карту можно в магазине Александр Ховрина. Итак, вставляем карту в гнездо. Выскакивает сообщение с данными карты. При необходимости имеется меню управления флешкой. Тут можно экспортировать на флешку или импортировать с нее настройки эхолота, а также точки, маршруты, пути и треки. Теперь идем в раздел «Карты». Выбираем рыболовную. Я нахожусь сейчас в каменном мешке, поэтому GPS естественно не работает. И на карте мы находимся у берегов Северной Америки. Так, перемещаемся на Россию-матушку. Переносимся на нужный нам водоем. Нажимаем троеточие и попадаем в настройки карты. Идем слои, карта, глубина, затенение диапазона глубин. Вот стало уже красивенько. Заходим в настройки затенения. Тут можно изменить цвет диапазонов глубин и при необходимости добавить свой диапазон. Например, я троллингист. И сегодня, по моим ощущениям, судак кормится на глубине от 6 до 7 метров. Значит, мне необходимо выделить эту глубину, чтобы прокладывать маршрут. Итак, изменяем этот диапазон, устанавливая глубину до 6 метров. Добавляю еще один диапазон от 6 до 7 метров. Назначаю контрастирующий цвет, например, темно-синий. И добавляю еще один диапазон от 7, скажем, до 25 метров. И теперь становится очевидно, где надо прокладывать маршрут, чтобы ловить судака на глубине от 6 до 7 метров. А любители джига могут таким же образом выделить себе так называемые столы. В общем, настраиваемая палитра очень удобная фишка, которую необходимо использовать. Далее возвращаемся в настройки карты, включаем актив Капитан. Это означает, что мы можем увидеть информацию, получаемую из сообщества CubeDrive. Это очень полезная функция, но об этом чуть ниже. Далее заходим в настройки Cube Contours. Нажимаем «Начать запись». То есть это активация режима карт-плоттера, чтобы мы могли создавать собственные карты глубин по показаниям нашего датчика и записывать их на флешку. Далее режим отображения Cube Contours. Вот посмотрите, ранее в этом месте я проводил тесты и немножечко отрисовал глубины. Жаль, что подобного раздельного управления нет у Lowrance. На эхолотах Lowrance невозможно отображать записанные ранее собственной картой и при этом не перезаписывать их повторно. Но это отдельная история. Теперь важная информация для новичков. Владельцы эхолотов Garmin состоят в бесплатном общедоступном интернет-сообществе CubeDrive, благодаря которому вы можете скачивать карты, созданные другими пользователями, и, соответственно, делиться собственными. Заходим в приложение Актив Капитан, открываем раздел «Карты», загрузить данные сообщества CubeDrive. Красным цветом подсвечиваются области, где уже бывали владельцы Garmin и поделились своими отрисовками карт глубин. Выбираем водоем, выделяем необходимую нам область и скачиваем. Теперь устанавливаем соединение с эхолотом и синхронизируем полученные данные сообщества Актив Капитан и CubeDrive. На экране мы наблюдаем, как выполняется установка данных сообщества CubeDrive. Теперь у нас имеются в наличии карты глубин, сделанные другими пользователями сообщества, что позволит вам более точно спланировать свою рыбалку. Слои сообщества при желании можно включить или выключить. В приложении Актив Капитан также имеются и платные карты, но по понятным причинам, связанными с оплатой, жителям России и Беларуси этот пункт пока не интересен.
Идем в параметры карты. Ориентации карты. Для домашнего изучения карт устанавливаем север сверху, а непосредственно на водоеме устанавливаем по курсу. И тут мы наблюдаем немного неверный перевод. На самом деле по курсу и по направлению судна. Направление судна всегда параллельно оси судна, а курс судна может отличаться. Например, судно течением или ветром тянет бочком. Также нужно учитывать, что курс рассчитывается эхолотом, исходя из разницы GPS-координат. И чем выше скорость, тем точнее расчеты. Так, продолжаем. Детализация изобатов. Размер карты. Снова дурацкий перевод. Это размер шрифта, используемый на карте, например, для обозначения глубин. Вывод на экран мини-карты. Когда вы обследуете участки карты за пределами реального расположения судна, мини-карта позволяет в маленьком окошке наблюдать происходящее в непосредственной близости от лодки. Я оставляю автоматическую. Маршрутные точки. Тут можно посмотреть свои точки списком, когда они появятся. И давайте сразу же создадим точку. Например, вот тут я создаю маршрутные точки. Можно назвать имя, направка. Пусть будет имя, какая-нибудь вот такая вот фигня. Вот так. И теперь в списках у нас появилась наша точка. Изменение наложения слоев. Допустим, вместо курса я хочу вывести на экран напряжение аккумуляторной батареи. В закладке «Система» выбираем напряжение. И теперь мы можем постоянно мониторить напряжение аккумуляторной батареи. Также можно изменить расположение выводимых данных на экран. Нажимаем «Данные», выбираем понравившийся вариант или вовсе отключаем. Теперь давайте построим собственный навигационный маршрут. Но прежде нам необходимо посетить настройки построения маршрутов. Заходим в настройки, параметры, навигация, автогид. И тут вы можете установить безопасную глубину, высоту судна и удаленность от берега пролегающего маршрута. Также нам понадобится кнопка начала маршрута. Если мы строим маршрут непосредственно на воде, находясь в начале пути, то оставляем судно. Но если мы хотим построить маршруты заранее, например, дома, то переключаем на точку. Итак, создаем маршрут. Нажимаем «Куда». В прошлых прошивках называлась «Информация». Маршруты и пути автогида. Создать. Автогид. Находим место старта. Например, стартуем вблизи Волгограда. Нажимаем «Далее». И, допустим, следуем вот куда-нибудь сюда. Жмем «Далее». И навигационная система прокладывает маршрут с учетом особенностей судна и имеющихся данных о водоеме, учитывая правила судоходства. Можно задать ему свое имя. Теперь в списке маршрутов у вас появился заранее построенный. Хочу обратить ваше внимание на то, что построение навигационных маршрутов невозможно без карточки Blue Chart. Поэтому заблаговременно до наступления сезона на всякий случай озадачьтесь приобретением. Например, в проверенном магазине Александр Ховрина. Так, часто спрашивают, как определить дистанцию, скажем, до точки заброса. Нужно просто ткнуть пальцем в экран, и в левом верхнем углу появится ячейка с GPS-координатами расположения курсора, дистанцией до него и азимутом в градусах относительно оси судна. И, наверное, для начала с картами достаточно. Теперь переходим к сканированию. Домой. Сонар и начнем с классического чирпа. Так как мы на суше, нам понадобится режим имитации. Домой, настройки, система, имитация. Включаем. Переходим в сонары. Итак, мы в чирпе. Нажимаем троеточие, попадаем в настройки, усиление. Помогает выделить объекты определенной плотности. Неплохо работает автоматика. Подбирается индивидуально непосредственно на водоеме, в зависимости от прозрачности, температуры воды, типа дна и рыбы, на которую вы охотитесь. Управление частотой. У Garmin есть прекрасная возможность устанавливать практически любую частоту в диапазоне от 140 до 240 кГц шагом в 0,1 кГц. Но нужно помнить, чем выше частота,
тем меньше ширина луча. То есть, меняя ширину луча, вы автоматически меняете частоту. Частота также подбирается непосредственно в водоеме с учетом условий для получения необходимого качества изображения интересуемых объектов. Далее, масштаб. Мне очень нравится наличие лупы. Выбираем увеличить. Теперь на экране пальцем можно вызывать экранную лупу и также ее убирать. Диапазон. Тут можно ограничить глубину сканирования. Как правило, автоматическое неплохо справляется. Передача. Можно остановить работу сонара, то есть датчика. Настройка сонара. Скорость прокрутки. Тут выбираем, насколько часто эхолот будет испускать импульсы во время движения лодки. Чем чаще, тем больше информации выводится на экран. Но при этом изображение будет несколько растянуто. Имеется автоматическое. Но если, учитывая скорость лодки, вы понимаете, что при автоматической настройке пропорции объектов нарушены, то рекомендую регулировать с учетом скорости судна. Подавление помех. Помехи позволяет очистить наводки от других эхолотов на водоеме, а также помехи от систем зажигания моторов и других электромагнитных коллизий, если они имеются. Ограничение цвета. Настройка отображения плотности объектов, то есть цветом отделяем сильные от более слабых отраженных звуковых сигналов. Иногда помогает отличить один вид рыбы от другого. Сглаживание – это фильтрация помех от фитопланктона и прочих загрязнений в толще воды и у самого дна. Шум поверхности очищает картинку от помех, вызванных фитопланктоном, загрязнением на поверхности, но снижает чувствительность датчика. Переменная коэффициента усиления. Это настройка компенсации силы сигнала на глубине. Также влияет на уровень шумов у поверхности. Позволяет увидеть объекты в толще и у поверхности загрязненной воды. Вид. Цветовая схема. Подбираем наиболее удобную, исходя из личных предпочтений и времени суток. Интенсивность цвета. Делаем акцент на целевую плотность и размеры искомых объектов. Аскоп. Диапазон амплитуды. Выводит в правой части экрана показания с датчика без обработки. Удобно использовать, например, при ловле сама на квок. Линии глубины. Можно установить собственную отметку на интересующей нас глубине. Белая линия. Потрясающий переводец, конечно. Это линия, отделяющая плотное дно от заиленности и донной растительности. Символы рыб. Это распознавание дуг. Возможно, будет полезно новичкам. Улучшенное изображение. Эти режимы необходимы для глубоководья, когда время возврата отраженных сигналов в разы увеличено. Подбирается по месту. Сведения о наложениях. Выбираем, какие данные нам необходимо выводить в текстовом виде на экран. К сожалению, в этом режиме особого выбора данных нет. Будильники. Это список включения аварийных сигналов. Например, можно включить предупреждение о мелководье. Установим предупреждение на 2 метра. Дополнительно. Ограничение глубины сканирования. Установка. Тут можно восстановить все настройки чирпа к заводским. Изменение наложения слоев. Можно добавить вывод на экран дополнительной панели с необходимым набором данных. Например, вам необходимо следить за температурой мотора. Включаем боковую панель и вместо времени суток вставляем данные о температуре охлаждающей жидкости мотора. Переходим к нижнему сканированию. Clear View. Нажимаем троеточие, попадаем в настройки. Контрастность. Надеюсь, здесь объяснять ничего не нужно. Яркость. Тут тоже, мне кажется, все понятно. Частота. В режиме имитации выбор частоты отсутствует. Так, сейчас мы система, выключим имитацию. И... Ага. В реальности можно выбрать частоты 455, 810 и 1070 кГц. Так, вернем. Включаем снова имитацию. Соглашаемся. Для View. Масштаб. Выбираем увеличить. Мне очень нравится экранная лупа, которую можно вызывать пальцами и также пальцами ее закрывать. Очень прикольный инструмент. Жалко, что не на всех эхолотах он имеется. Я имею в виду не у всех производителей. Диапазон.
Можно устанавливать глубину наблюдения сканирования, как правило, автоматически хорошо справляется. Передача останавливает работу датчика. Настройки ClearView. Скорость прокрутки. Чем выше, тем больше данных проходит за единицу времени. Но и реальные пропорции объектов могут искажаться, настраиваться непосредственно на водоеме под текущую скорость лодки, в том случае, если неверно интерпретирует автоматика. Поэкспериментируйте. Подавление помех. Помехи. Позволяет очистить картинку от наводок других эхолотов на водоеме, а также помех от системы зажигания моторов и других электромагнитных помех, если они имеются. Шум поверхности очищает картинку от помех, вызванных фитопланктоном и загрязнением на поверхности, но снижает чувствительность датчика. Переменные коэффициенты усиления. Настройка компенсации силы сигнала на глубине также влияет на уровень шумов у поверхности, позволяет увидеть объекты в толще воды и у поверхности в загрязненной воде. Вид. Цветовая схема. Подбираем наиболее удобную для вашего восприятия палитру, исходя из личных предпочтений и времени суток. Линия глубины. Можно установить свою отметку на интересующей вас глубине. Сведения о наложениях. Выбираем, какие именно данные нам необходимо выводить на экран. К сожалению, в этом режиме особого выбора выводимых данных не имеется. Будильники. Список сигналов аварийного оповещения по событию. Дополнительно. Ограничение глубины сканирования. Установка. Тут можно восстановить все настройки нижнего сканирования к заводским. Изменение наложения слоев. Можно добавить на экран дополнительную панель с необходимым набором данных. Теперь идем в Sight-View, оно же боковое сканирование. По сути, здесь все те же самые настройки, что и у нижнего сканирования. Контрастность, надеюсь, ничего объяснять не надо. Яркость, то же самое. Частота. Так, в этом режиме мы не увидим. Давайте отключим режим имитации. Так, выключим. Отлично. Имеется 455, 810 и 1070 кГц. Считается, что чем выше частота, тем более четкое и детализированное изображение можно получить на экране. В то же время на высоких частотах угол обзора эхолота в значительной степени снижается. Масштаб. Рекомендую включить экранную лупу. Выбираем «Увеличить». Замечательный инструмент. Диапазон. В отличие от предыдущих сканеров, тут устанавливается не глубина, а ширина охвата. Внизу экрана имеется шкала расстояния. Передача. Останавливает работу датчика. Настройки Sight-View. Скорость прокрутки. Чем выше, тем больше импульсов испускается за единицу времени. Но и реальные пропорции объектов могут искажаться. Настраивается на водоеме под текущую скорость лодки, в том случае, если неверно интерпретирует автоматика. Поэкспериментируйте. Помехи. Фильтрует наводки от других эхолотов на водоеме, а также от систем зажигания моторов и других электромагнитных помех, если они имеются. Переменные коэффициенты усиления. Настройка компенсации уровня сигнала позволяет увидеть объекты в толще загрязненной воды у поверхности, а также влияет на уровень шумов. Вид. Цветовая схема. Индивидуально подбирается палитра, исходя из личных предпочтений, времени суток и условий водоема. Линия глубины. Можно установить ориентир на интересующем расстоянии от лодки. Линии дальности. Разметка удаленности от лодки. Выбор просмотра. При необходимости можно вывести на экран только один луч, правый или только левый. Сведения о наложениях. Выбираем, какие именно данные нам необходимо выводить на экран. К сожалению, особого выбора тут нет. Будильники. Список аварийных сигналов. Можно включить звуковое оповещение по событию. Установка. Можно перевернуть показания датчика, в зависимости от того, как он установлен на судне, то есть по ходу движения или наоборот, исходя из конструктивных особенностей метода крепления датчика. И восстановить настройки по умолчанию.
изменение наложения слоев. Тут можно добавить на экран дополнительные панели с необходимыми данными. У эхолотов Garmin с интерфейсом второго поколения появилась возможность сохранять собственные пресеты. Теперь, если вы удачно настроили сканирование под конкретный водоем, сезон, погоду и вот это вот все, то теперь, чтобы в будущем при таких же условиях не подбирать настройки повторно, вы можете сохранить результат в пресеты. Ну, допустим, делаем настройки такие. Так. Упс. Какие-нибудь вот так поярче. И какую-нибудь палитру лава. Во. Далее нажимаем звездочку, сохранить, создать и назначаем какое-то имя. Готово. Так, здесь мы видим табличку с изменениями, которые мы сделали. Готово. То есть наш пресет готов. Теперь, когда вы окажетесь в тех же условиях, достаточно будет выбрать уже имеющиеся настройки. И теперь я научу вас устанавливать точку во время сканирования. Тапаем на экран с легким движением пальца или нажимаем паузу. Выбираем, куда хотим установить точку, нажимаем иконку точки. В закладке «Правка» можно вписать свое имя, выбрать соответствующую точке картинку и добавить комментарий. В целом со сканированием мы разобрались, а сейчас давайте посмотрим еще одну закладку «Судно». В этой закладке расположены наборы приборов. Например, для Yamaha и Mercury имеются предустановленные варианты. Но вы можете создать свой набор. Garmin во второй интерфейс добавил большое количество вариантов оформления и вывода приборов. Особенно это порадует тех, у кого на судне установлено более одного мотора. Можно добавить до 6 двигателей и вывести их данные на приборную панель. Так, теперь давайте создадим свою комбинацию. Нажимаем вкладку «Комбинация», «Добавить», даем имя своей компоновки, выбираем компоновку, например, горизонтальную. В верхнюю размещаем рыболовную карту, а в нижнюю боковое сканирование. Добавляем боковую панель. Готово. В комбинации вы всегда можете развернуть окно на полный экран. Тапаем пальцем по окну. Появляется вот такая пиктограмма. Жмем по ней, и окно развернулось на весь экран. Ну и нажимая крестик, мы возвращаемся в комбинацию. Теперь к комбинации добавим окно чирпа. Нажимаем и удерживаем иконку «Изменить страницу комбинации» и изменяем компоновку. Кстати, этими курсорами можно установить границы окон. Теперь перенесем иконку нашей комбинации в удобное место расположения на панели. До кучи назначим комбинацию на горячую клавишу 4. Для этого нажимаем и удерживаем кнопку 4. И программа, выполняемая на экране эхолота, назначится на клавишу. Теперь о фиксации событий. Имеется возможность сделать скрины экрана. Нажимаем и удерживаем экранную кнопку «Домой», и скрин записывается на карту памяти. Также имеется возможность записи эхограммы. Но в режиме имитации она не работает, поэтому отключаем имитацию. Отлично. Заходим в настройки Site View, запись сонара, записать сонар. И на экране мы видим красный кружочек «Запись». К сожалению, на самом эхолоте посмотреть эхограммы вам не удастся. А как просматривать записи, мы рассказывали в отдельном выпуске. Ссылку на ролик найдете в описании. Обязательно посмотрите, это очень полезно. Как ругается. И если у вас возникли дополнительные вопросы, присоединяйтесь в нашу телеграм-группу, обязательно обсудим все нюансы, не вошедшие в выпуск. Да, чуть не забыл о самом главном. Нам удалось договориться с магазином Александра Ховрина о скидке для подписчиков нашего канала. Поэтому обязательно подписываемся, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока! Пылесборник, ты чё здесь у меня всю съемку провалялась, а? Заметь, как она стойко лежала. Стойко и лежала, все внимательно пригрелась. слушала.
Так, все. Нужно заканчивать с Моникой Левинской.